Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем делать роскошные бархатные шары цвета драгоценных камней, украшенные перламутровой лепниной и сверкающими стразами. Вся дополнительная информация, как всегда, находится внизу под этим видео. Для работы используем пластиковые шары диаметром 8 см. Две половинки шара будем склеивать в стык. Чтобы ушко было менее объемным, уберу его на передней части шара. Обтянем шар эластичным бархатом. Я беру отрезок размером 14 на 15 см. Если ваш бархат не очень хорошо тянется, можно взять на сантиметр больше. По узкой стороне отрезка бархат должен растягиваться хорошо, по широкой хуже. Кладем бархат. Обязательно учитывайте направление ворса. На обеих половинках шара он должен располагаться либо вверх, либо вниз. Кладем шар на ткань, отступив примерно 1,5 см от края. Подклеиваем. Затем приклеиваем ткань возле ушка. Бархат я натягиваю, чтобы по обе стороны от ушка осталось равное количество ткани. Далее подклеиваем боковые стороны. Я одновременно натягиваю обе, чтобы не было перекоса ткани. Зажимаю пальчиками, подклеиваю одну, затем вторую. И теперь поочередно в 4 приема подклеиваю оставшиеся края. Натягиваю ткань к центру так, чтобы не осталось складочек. Зажимаю пальчиком и приклеиваю. Натягиваю ткань к центру, разравниваю складочки, зажимаю пальчиком и приклеиваю. Одна половинка оклеена. Срезаем лишнюю ткань, чтобы она не утяжеляла шар. Я использую корейский бархат, он плотнее и тяжелее китайского. Таким же образом оклеиваем вторую половинку. Это очень просто и быстро. Не забывайте учитывать направление ворса.
Отмечу верх. Из ленты или шнура делаем крепление. Я беру отрезок длиной 30 сантиметров. Теперь быстро и очень аккуратно наносим клей по краю. Склеиваем шар. Если клей где-то выступил, это не страшно, мы все закроем. И ни в коем случае не пытайтесь его убрать, когда клей еще не застыл. Место соединения шаров закрою красивыми стразами на нитке. Можно использовать ленту, тесьму или декоративный шнур. Ушко шара закрою шапочкой для бусины. В этой работе я буду использовать вот такие силиконовые молды. Ссылочки на них я оставлю в инфобоксе. И полимерную глину, которая замечательно подходит для таких работ. Разминаем и разогреваем глину в руках. Плотно заполняем молд. Эта глина очень пластичная, без запаха и не пачкает руки. Все аккуратно зачищаем и выравниваем. Вытаскиваю лепнину из молда. Если вы боитесь, что можете повредить лепнину или делаете, к примеру, балерину, где много тонких и мелких деталей, положите молд на 15 минут в морозильную камеру. После этого лепнина легко и без повреждений отойдет от молда. Кладу на шар и немного выравниваю. Замороженные заготовки точно так же кладем на шар. Когда они растают, можно будет все подровнять и придать форму. Сохнет глина примерно сутки. Высохшие заготовки при необходимости можно подровнять. Окрашу их белой перламутровой глянцевой краской и дополнительно добавлю более яркий белоснежный сверкающий пигмент. Аккуратно прокрашиваем заготовки со всех сторон. Мне достаточно одного слоя краски. Высыхает она очень быстро. После высыхания лепнину можно покрыть акриловым лаком. Для декора использую два вида стразовых цепей размером 2,5 и 3 мм и два вида клея. Приклеиваем рамочку. Делаю отметки. Клей наносим тонким ровным слоем, не доходя до краев рамки. Прикладываю рамку, и за счет того, что клей нанесен только в центре, ее можно подровнять. Клей не выступит наружу.
Приклеиваю тонкую стразовую цепь. Клей наносим под углом на стык рамки и шара. Соединяем края цепочки. Ориентируясь на верх и низ рамочки, дополнительно украшу шар цепочкой размером 3 мм. Приклеиваем ангелочка. Клей также наносим тонким ровным слоем, не доходя до краев. И остается сделать любой бантик для украшения работы. Я использую ленту шириной 5 см. Беру два отрезка длиной по 38 см. Складываем один отрезок. Отмечаем 7,5 см от края. Складываем ленту. Складываем уголок и подтягиваем к основанию. Сшиваем. Складываем остаток ленты. Собираем на нить. Вторую часть бантика складываем в другую сторону. Сшиваем обе части. Дополнительно сделаем простой бантик из 20 сантиметров ленты. Склеиваем бантики между собой. Украшаем серединку.
Небольшой капелькой клея очень аккуратно приклеиваем бант. Роскошные елочные шары готовы. Если у вас остались вопросы, которые я не затронула в видео, задавайте их в комментариях. Благодарю за внимание, скоро увидимся, пока!